Беги от мужчины, если слышишь от него эти фразы в самом начале отношений. Дело в том, что есть определенные фразы или даже такие послания, которые женщина может слышать от мужчины в начале отношений, и они ее вроде как привлекают к этим отношениям. То есть кажется, что мужчина, который так говорит, он какой-то вот привлекательный, женщина в эти отношения идет и потом, как правило, жалеет. Потому что вот эти фразы, эти послания несут в себе определенную опасность. Сегодня мы разберем с вами, что это за послания, почему они могут быть привлекательными для женщины, над чем женщина может поработать в себе, чтобы не вестись на эти вот крючки. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт. Сегодня мы с вами разбираем 5 распространенных мужских фраз, которые, как правило, приводят к тому, что отношения разрушаются, если женщина их слышит. Если вам эта тема интересна, а я думаю, что эта тема интересна, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, и мы с вами начинаем. Первая вещь, на которую очень важно обращать внимание, это если мужчина так по-легкому обесценивает окружающих, так незаметно, знаете, таким касанием. То есть представьте, женщина встречает мужчину, он такой яркий, импозантный, харизматичный, такой уверенный в себе, ну, вроде такие качества, которые притягивают. Но вы замечаете, что он позволяет себе какие-то такие тонкие острунные шпильки в сторону окружающих. Какая-то прошла девушка, он как-то прокомментировал, там, скажем, что она немножко какая-то полноватая или как-то вычурно одета. Не знаю, официант тоже про него что-то сказал, что у него там руки кривые. Еще про кого-то что-то сказал. В начале отношений, когда, знаете, вот мы только сближаемся, очень много напряжения, такой вот сарказм, какое-то раздражение обстановки, оно, в принципе, идет в плюс, и это может еще больше вас к нему притягивать. Вот он такой уверенный, он как бы за словом в карман не лезет, так вот людей как-то подкалывает. Ничего страшного, это окружающие люди, они этого и не слышали. Но будьте уверены, что очень скоро настанет тот момент, гораздо быстрее, чем вы можете себе представить, когда он начнет обесценивать вас. Сначала он начнет обесценивать какие-то такие маловажные для вас вещи. Предположим, вы рассказываете о каком-то своем преподавателе или какой-то далекой знакомой, он что-то там про нее сказал. Или рассказываете про, не знаю, какие-то факты из своей истории, но что-то все взял там обесценил. Потом он начнет обесценивать, не знаю, ваших знакомых, ваших родственников, то, чем вы увлекаетесь, вашу деятельность, в конце концов, вас. То есть это настанет очень быстро. Это его способ компенсации. Если сейчас, в самом начале отношений, вы замечаете, что он вот так вот немножко высокомерно себя ведет по отношению к окружающим, и вам кажется, что ну, мы типа с тобой в одной команде, вы с ним не в одной команде. В его команде, кроме него, нет никого. Как только вы с ним сблизитесь достаточно сильно, он начнет обесценивать вас, потому что вы будете давать ему нарциссический ресурс, по сути. Какие женщин, собственно, такие мужчины привлекают? Представьте себе женщину, у которой есть какой-то тревожно избегающий такой радикал, или, предположим, такой скрытый нарциссический легкий, то есть что-то такое вот уязвимое есть. Или недавно был какой-то травматичный опыт, провалена самооценка, нет уверенности в себе, и вот рядом с этим мужчиной мы вот идем, и он как-то всех так подкалывает, я себя чувствую немножко так вот как-то классно. Вам нужно просто обратить внимание, что происходит с вашей самооценкой, что происходит с вашей какой-то неуверенностью в себе, почему вам важно, ну, как будто бы примыкать к человеку, который обесценивает окружающих. То есть, если вы с этим разберетесь, такие люди вас будут, ну, скорее раздражать, чем привлекать. Вторая вещь, которая может притягивать женщину, и на что стоит обращать внимание, это такой мужчина, который твердый, такой вот, что сказал, то и сделал, такой немножко, может быть, даже жесткий, ясный, стабильный, такой вот устойчивый. Опять же, твердое мужское плечо – это то, что женщин, как правило, привлекает, чтобы мужчина был понятен, чтобы он вот что сказал, то сделал, и чтобы на него можно было положиться, была какая-то определенная устойчивость. Особенно если, вот, ну, предположим, у женщины в опыте было общение с мужчиной, который был такой нерешительный, какой-то мягкий, скажем, он там был подавляемый жесткой матерью, или наоборот он был какой-то такой лживый, лицемерный, вот он говорил одно, делал другое, там такое, много там было какой-то пассивной агрессии. И женщина, находясь рядом с таким мужчиной, так от этого устала, что ей хочется чего-то такого надежного, ясного, понятного и прозрачного. И вот она видит мужчину, который такой твердый, упертый, что захотел, то сделал, как сказал, так и по его будет. Вот она думает, блин, мне так этого хочется, мне так этого не хватало. Может оказаться так, что обратной стороной вот этой твердости будет не гибкость, и он просто будет, ну, такой недоговороспособный. То есть ты хочешь чего-то одного, он хочет чего-то другого, ты предлагаешь ему какой-то компромисс, а он не идет на компромисс, он же твердый, он не пластичный. Поэтому для того, чтобы обезопасить от себя от определенных каких-то проблем в отношениях, очень важно понимать, что если у тебя в опыте были отношения с таким мужчиной, который был такой вот, ну, ни рыба, ни мясо, нужно помнить это, желательно это вообще проработать в своей терапии, чтобы не получилось, что ты будешь из огня в полымя, как бы искать какую-то противоположность. Мне нужен такой жесткий мужчина, такой твердый, чтобы он просто взял, так сказать, меня на руки, нес по этой жизни, а в результате ты потом не можешь туда вырваться, потому что вот он такой жесткий и недоговороспособный. Третья вещь, на которую стоит обратить внимание, это если вас привлекает мужчина-бунтарь. Бывает, что мужчина, который говорит, принимай меня таким, какой я есть, если нельзя, но очень хочется, все, значит, можно, значит, вот давай с тобой как-то нарушать правила. Ну вот, например, он вас приглашает куда-нибудь там в какой-то ресторан, вы приходите, а там, скажем, закрыто. Он говорит, сейчас мы с тобой договоримся, там, и попадем там, на какое-то закрытое мероприятие. Или, скажем, он предлагает вам пойти на пикник, и
и вы заходите куда-нибудь в зоопарк, ну там через забор как-то перелезли, вы думаете, ну это же как бы вообще-то мы что-то нарушаем, да какая разница, кто нас поймает, или там давай примем легкие наркотики, ну так это опасно, да ну а кто за нами смотрит, или давай займемся сексом где-то в публичном месте. Каких женщин могут привлекать такие мужчины? Предположим, женщина воспитывалась в такой жесткой семье, там, контролирующая какая-то мать жесткая, скажем, мама какая-то зауч, папа там, военный или полицейский. Они ее держали в 4 стенах, и она не могла прочувствовать свои границы, потому что ей эти границы выстраивали родители. И вот она стала взрослой женщиной, она продолжает жить как-то, ну, как правильная девочка, но ей непонятно, вот, чего она может в этой жизни получать. И рядом с таким бунтарем, вроде бы она как получает возможность прочувствовать границы, немножко за них заступить. Но в чем опасность такого бунтаря? Во-первых, это может быть мужчина с какой-то пограничной организацией. То есть вот он, там, скажем, ездит на очень высокой скорости, опасной скорости. Он там ездит, скажем, без шлема на мотоцикле, принимает какие-то вещества, которые опасны по многим причинам, от здоровья до там, не знаю, криминальной какой-то ответственности. И вы рядом с ним находитесь, и вроде бы как вы, с одной стороны, прикасаетесь к своим каким-то вот границам, то есть вы понимаете, что я могу сделать. С другой стороны, вы находитесь рядом с опасным человеком. Кроме того, такие вот бунтари, как правило, начинают потом бунтовать и в отношениях. То есть вначале он нарушает какие-то общесоциальные договоренности, скажем, ездит там очень быстро на красный свет, там, ну, то есть он нарушает что-то такое социальное, а завтра он будет нарушать ваши личные договоренности, потому что он будет бунтовать против договоренностей с вами, для него это очень важно. Это человек, который бунтарь по жизни, это его такой способ компенсации. Естественно, что о каких вообще отношениях можно говорить, если ты находишься в отношениях с человеком, с которым невозможно договориться. Четвертая вещь, вам очень важно обращать внимание на динамику в жизни мужчины. Часто бывает так, что женщина встречает мужчину, и он такой вроде как, ну, милаха какой-то, вот, ну, интересный, там, скажем, симпатичный. Она замечает, что он, ну, в принципе, какой-то, ну, финансово стабильный, социально стабильный. То есть, ну, вроде как такой, ну, вот, член общества, то есть нету никаких вроде к нему вопросов. Но когда начинаешь его узнавать, оказывается, что, предположим, он уже очень долго пытается поменять работу, но никак не может ее поменять, и только вот говорит о том, что вот я все не получается, не решаюсь, все что-то мне мешает. Или, скажем, он длительно не может развестись. Вот он уже там лет 5 не живет с женой, но все еще вот мы в браке, никак не можем развестись, потому что там дети, жилье, там любые какие-то объяснения. Или там не может он обучение начать. Мне очень важно начать обучение, если я вот обучусь, там, скажем, какой-то полугодичный курс, я смогу там, ну, что-то вот в жизни поменять, там, переехать, по новую работу получить, еще что-то. Но вот я все пытаюсь, но все никак не могу решиться. Может получиться так, что в жизни этого человека отсутствует динамика. Он находится в таком статичном каком-то вот положении, такая экзистенциальная стагнация. То есть он находится в одной точке перед проблемой, которую он не решает и выбирает страдать вместо этого. То есть человек живет в таких страданиях, нытье и брюзжании. Если вы окажетесь с ним в отношениях, то вы очень скоро станете частью этого брюзжания, этих страданий. Поэтому вам надо понимать, что с человеком происходит в дневнике. То, что у человека есть, там, скажем, условно говоря, машина, работа и какое-то хобби, это не означает, что это как-то развивается. Возможно, это хобби его какое-то подростковое, машина там досталась от кого-то из родственников, а работа тоже куда-то туда устроили. И вопрос не в том, что у него как бы по факту нету денег. Вопрос в том, что он ни к чему не стремится. Он также не будет стремиться развиваться в отношениях. Если вы понимаете, что вам важно, чтобы в жизни была какая-то динамика, были какие-то стремления, чтобы вы строили какие-то планы, если для вас важно не просто быть в таком непыльном каком-то спокойном месте в своей жизни, а вы хотите куда-то идти, то такие вот отношения, скорее всего, вас не будут удовлетворять. Если вам нужен просто человек, который будет стабилен, потому что такие люди очень стабильны, он же как сегодня ныл, так будет завтра ныть, так и через месяц будет ныть, вот, у него в жизни ничего не поменяется. Тогда, возможно, эти отношения подходят вам. Пятая вещь связана с, собственно, женской конкуренцией. Бывает, что женщин притягивают мужчины, которые начинают говорить плохо о своих бывших. Есть ситуации, когда у женщины в ходе ее детского какого-то юношеского опыта в школьном коллективе, в институте были какие-то вот такие травмы, связанные с коммуникациями с другими девочками. В общем, есть какие-то такие болезненные, непроработанные вещи, связанные с конкуренцией. И когда женщина слышит, как мужчина говорит плохо о своей бывшей какой-то жене или женщине, ей просто как котику сметанка. Ей так классно, потому что ей, чтобы чувствовать, что я классная, нужно видеть кого-то другого, с кем можно себя сравнить, и что вот она проиграла. Когда мужчина говорит женщине, какая плохая его бывшая, женщине очень хорошо в этот момент, очень спокойно, она чувствует себя какой-то вот такой уверенной. Но бесперспективность этих отношений заключается в том, что если мужчина на свидании с тобой рассказывает о своей бывшей, то он находится в отношениях сейчас с двумя женщинами.
начиная с тобой и не закончила еще со своей бывшей, потому что он о ней говорит. У мужчины есть треугольник, есть та бывшая, которую он должен как-то отомстить, выстраивая с тобой какие-то отношения. Естественно, что отношения вот такие вот с треугольником, пускай даже третий человек такой он умозрительный какой-то вот где-то вот в голове у этого мужчины, все равно это не полноценные отношения. Это отношения, где вы постоянно будете в этом треугольнике сбрасывать определенную энергию туда, вот, в сторону этой бывшей, которая вообще неизвестно, где она уже сейчас находится. Поэтому все ваши такие слабые места, какие-то слепые зоны очень важно знать, очень важно это прорабатывать в терапии, просто для того, чтобы, идя в отношения, ты не шел в свою травму, а шел в отношения, шел туда для счастья, не для того, чтобы там лечиться об эти отношения. Потому что когда люди идут в отношения для того, чтобы исправить что-то, что было в их предыдущих отношениях, скорее всего, во-первых, они не получают удовольствие от этих отношений, а во-вторых, есть вероятность, что будет какая-то ретравматизация, и человек как будто бы копит себе эти вот неудачные отношения, копит себе эти все травмы, и оно ни к чему хорошему не приводит. Все эти вещи нужно разгребать. Если вам с этим сложно самостоятельно как-то разобраться, обращайтесь ко мне на консультацию. У меня под каждым видео есть ссылки на соцсети. Вы мне там пишите личное сообщение, мы с вами там договариваемся, смотрим, в каком формате можно работать. И напишите, пожалуйста, в комментариях, что для вас является такими тревожными звоночками в самом начале отношений, на какие фразы мужские вы обращаете внимание, когда вы понимаете, о нет, здесь что-то сейчас начнется такое, мне такое не надо. Поделитесь своим опытом, потому что ваш опыт, он уникален, это очень важно и для меня, и для других зрителей. Если вам это видео понравилось, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.